Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители моего канала Дом и сад. Меня зовут Александра, может многие знают, но кто не знает, я хотела бы представиться. Сегодняшнее видео посвящено обрезке петунии. Скажу вам, дело неблагодарное, растет очень быстро, наращивает боковые побеги очень скоростным методом, я бы сказала. И почему нужно делать такую обрезку? Ну, для того, чтобы кусты были достаточно пышные. Это такой своеобразный способ стимуляции наращивания куста. В основном я делаю обрезку для ампельных петуний. Тут вот они у меня представлены. Ну, конечно, не все, некоторые. В основном в обрезке нуждаются те кусты, которые вот наращивают такую зеленую массу достаточно быстро, интенсивно и разрастаются очень быстро. Большие растения. Вот для больших растений эта обрезка просто необходима. Тут у меня два вида, Тайдал Wave и Опера. Это оба вида ампельные, оба вида представлены из селекции американской компании American Seed. Выращиваю я их каждый год. В этом году петуния развивается достаточно медленно. Но это не помешает нам заняться обрезкой прямо сегодня, для того, чтобы все равно как бы простимулировать рост кустов. Как вы видите, у петунии вот здесь вот есть такие небольшие боковые побеги и верхушечные центральные побеги. Вот эти центральные побеги я и буду обрезать для того, чтобы заставить ее ветвиться. Сейчас я буквально тут. И потом я эти центральные побеги еще и укореню, для того, чтобы получить дополнительные растения. Скажу я вам, не каждый цветовод занимается такой обрезкой. Я делаю такую обрезку для того, чтобы простимулировать кусты. Вот так вот нарезала я уже. Тут у меня из 8 растений у меня уже есть 6 побегов, которые можно укоренять. Теперь приступим к боковым. Боковые побеги тоже, вот они уже ветвящиеся такие. Я их тоже буду обрезать. Тут их пока немного. Растение долго укоренялось после пересадки, потому что я сразу же после того, как корневая система заняла стаканчики, я их пересадила в более просторные горшки, чтобы растение наращивало корневую массу. Ну, а поскольку надо было занять весь горшок, то, конечно, рост надземной части прекратился, а подземная нарастала. Ну и так вот затянулся как бы процесс развития, и теперь растение будет его наверстывать. Тут я сделала практически всю обрезку. Ага, вот еще один. Один еще тут есть. По мере появления этих боковых побегов, пасынков, надо их прищипывать или обрезать. Обрезка делается над листиком, чтобы возле него началось ветвление. Еще у меня две, к сожалению, даже не пересаженные, но обрезку я все равно сделаю, потому что все равно нужна стимуляция для развития куста. И заодно сейчас и пересажу. Но вы так не делаете, потому что это слишком накладно как бы для растения, да, слишком много стресса. Так, ну все, вроде как я... Ага, вот еще один махонький, я его тоже обрежу. И обрежу центральный, чтобы она включила развитие боковых. Что хочу сказать. Такая стимуляция, конечно, она достаточно полезна для растения, если ее делать в меру. Для того, чтобы растение не страдало, для того, чтобы оно не останавливалось в росте,
Достаточно сделать 3 обрезки, не больше. Если вы будете делать больше обрезок, конечно, вы будете растение угнетать. И рекомендуется делать не более 3 обрезок, для того, чтобы растение не потеряло силу роста и для того, чтобы оно вовремя зацвело. Потому что, как вы знаете, каждая обрезка, она останавливает несколько рост, замедляет, заставляет растение пересматривать свои планы на жизнь и образовывать новые боковые побеги. То есть, если, например, у вас растение развивается стремительно, да, и вы видите, что оно вот-вот уже вступит с фазы вегетации в фазу репродукции, то есть там, где оно начнет уже образовывать бутоны и цветоносы, а вы видите, что оно еще плохо развито, то один из методов задержки развития этого растения, задержки перехода из вегетативного периода в репродуктивный, это вот как раз именно обрезка. То есть вы таким образом стимулируете растение к наращиванию массы именно зеленой, не к созданию цветоносов и цветов, а именно к наращиванию зеленой массы. После того, как растение было обрезано, ему надо дать немножко успокоиться, поместить в такое более притененное местечко, чтобы зажили вот эти раночки, которые мы им нанесли. И потом подкормить стимуляторами, такими вот, которые восстанавливают растения после стрессовых ситуаций. Это может быть мегафол, могут быть удобрения с повышенным содержанием фосфора. Это те удобрения, которые стимулируют иммунную систему. Вот так выглядят уже обрезанные растения. Вот здесь вот еще маленькие, тоже можно прищипнуть, маленькие боковые побеги. Вы можете это даже сделать пальчиками. Тут вот есть небольшой побег, тоже его можно прищипнуть. И начнется более интенсивное ветвление. Вот здесь вот. Еще хочу вам рассказать, хочу продемонстрировать, как отличается цвет листьев. Вот посмотрите, это растение давно не поливалось. Видите, какие у него листья? Темно-зеленые. А это вот недавно политое, несколько перелитое растение, и цвет у листьев салатный. Вот говорят хлороз. Это не совсем хлороз, это просто недавний полив. Вот так он размывает цвет хлорофилла. Растение показывает вот такой более светлый цвет листьев. По цвету листьев вы можете определить, насколько давно поливалось растение, нуждается ли оно сейчас в поливе. Вот это растение нуждается, это тоже нуждается, влаги недостаточно, это тоже, а вот это вот перелито немножко. Ну, собственно говоря, все, что я вам хотела рассказать. Надеюсь, видео было для вас полезным. Спасибо, что посмотрели, спасибо, что подписались. До новых встреч. Пока-пока. Скоро увидимся.